1 декабря в аэропорту Домодедово задержан Андрей Дайнеко по обвинению в нанесении вреда здоровью средней тяжести гражданину Мезвришвили Кобе. Несмотря на имеющиеся видео, подтверждающие невиновность Андрея, несмотря на информацию о передвижениях Кобы Махаровича, его отсутствие на госпитализации, а также множество подтвержденных фактов заказного характера дела, Андрей до сих пор находится в СИЗО. Полгода невиновный человек находится в СИЗО. В данном выпуске мы разберем информацию, которая была представлена обвинением, и в очередной раз докажем, что дело заказное. Я хочу, что хотя бы один день Коба не врал. Разберем представленные в суде два документа. Первый – постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 2 октября и заключение эксперта номер 337 от 21 октября. Здесь упущен крайне важный момент. Дабы заполучить документ от эксперта, прибегли к уловке. Эксперту не разъяснялись его права и ответственность. В постановлении отсутствует подпись эксперта Григорьевой о том, что она предупреждена об уголовной ответственности. Перед началом проведения судебной экспертизы эксперт предупреждается об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения эксперта. В заключении же подпись есть, но нет лица, которое разъяснило эксперту его ответственность. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения обязан по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу. Данный факт является основанием для исключения такого доказательства. Кто это сделал? Сумасшедший, Ваша честь. Появлением следующего пункта. Вероятнее всего стала спешка в создании документов. Отсутствует согласие самого Мезвришвили на проведение в отношении него экспертизы. В случае, если судебная экспертиза производится в добровольном порядке, государственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. Следующий пункт, на котором команда Кобы дала осечку – даты и время выданных документов. Итак, в постановлении указано, что у эксперта были следующие документы. Медицинская справка номер 3227, рентген-снимки, подлинник медицинской карты больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении, и сам Коба Махарович. В экспертизе номер 337 указано, что 2 октября в 9:15 была изучена справка номер 3227. Но сама справка была создана в этот же день, не ранее 16:10, то есть через 7 часов после того, как на нее посмотрел эксперт. Сверим часы. 16:20. 12:05. Созвонимся через 2 часа. Также отсутствует протокол выемки справки и рентгенограммы. Эксперт Григорьева заявляет, что запрашивала эти документы, и ей их предоставили, но документально зафиксировано лишь другое ходатайство о предоставлении ей документов о лечении потерпевшего у травматолога или хирурга. В справке номер 3227 от 2 октября указано, что потерпевший осмотрен травматологом. Но есть официальный ответ из ЦГКБ города Реутов, в котором конкретно написано, что гражданин Мезвришвили был на приеме у терапевта, а у травматолога не был. Так что определить травму, а уж тем более выдать справку от травматолога в стационаре ему никак не могли. Но на этом нестыковки не заканчиваются.
В постановлении указано, что эксперт получил подлинник медицинской карты, хотя карта на самом деле была передана ему только 21 октября по ходатайству, а ходатайство о ее предоставлении было заявлено уже после начала экспертизы. Согласно экспертизе номер 337, потерпевший начал лечение только 8 октября. Соответственно, эксперт Григорьева вообще не могла запросить эту карту 2 числа, как она сама указала в своем заключении. Но дальше еще интереснее. В экспертизе номер 337 отмечено, что курс физиотерапевтического лечения длился с 8 по 21 октября. Но также в материалах дела есть официальный ответ от ЦГКБ город Реутов о том, что потерпевший не посещал в указанные даты никакие подразделения ГАУС МО ЦГКБ город Реутов, в том числе и физиотерапевтическое, а медицинская карта Мезвришвили КМ вообще отсутствует. Пожалуйста, я все объясню. Подведем короткий итог. Экспертиза номер 337 производилась без постановления о назначении экспертизы. Условия предоставления эксперту документов не соответствуют требованиям УПК РФ. Согласие гражданина Мезвришвили на проведение экспертизы отсутствует, а сама экспертиза основана на подложных медицинских документах. Теперь рассмотрим еще одно постановление от 27 октября и экспертизу номер 649/20. Речь пойдет о дубликате постановления на проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Оригинал этого документа отсутствует. Причина проведения подобной экспертизы не указана. Но вот что интересно. Есть два понятия – повторная и дополнительная экспертизы. Также суд вправе провести дополнительную или повторную судебную экспертизу. В первом случае, при возникновении сомнений в обоснованности заключения, другому эксперту задаются те же вопросы, что и ранее. В данном случае экспертиза указана именно дополнительная, а вопросы задавались те же. Получается, что постановление от 27 октября не соответствует требованиям УПК. Далее к экспертизе был привлечен внештатный эксперт, врач-рентгенолог клиники К+31, Кабыш А.В. без ходатайства и без постановления дознавателя. В постановлении отсутствует информация, кто разъяснял и разъяснял ли вообще права и обязанности. А эта процедура обязательна при привлечении экспертов, не работающих в судебно-экспертном учреждении. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения не вправе самостоятельно, без согласования с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении. А это значит, что и заключение этого эксперта не должно быть допущено к рассмотрению. Ну и напоследок, в очередной раз в материалах нет согласия самого КОБы на проведение экспертизы. Данный материал представлен суду, видеозаписи представлены суду. Андрей все еще находится в СИЗО. Мы просим вас распространить это видео. Уже нет никаких сомнений, что дело носит заказной характер и курируется крайне влиятельными структурами. Андрею нужна ваша помощь. Мы не сомневаемся, что в ближайшее время суд тщательно рассмотрит все представленные доказательства, и на месте подсудимого окажутся уже бывшие потерпевшие. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!